Вы никогда не мечтали обладать особыми навыками, чтобы видеть человека насквозь и понимать, врет ли он вам, когда вы его в чем-то подозреваете? А ведь этому не так сложно научиться, потому что виновные люди невольно себя выдают. Есть ряд характерных признаков в их поведении, по которым можно отличить хорошо выдуманную ложь от правды. Полицейские эксперты поделились профессиональными знаниями о том, как вычислить преступника, как виновные люди невольно себя выдают. Остановимся на 5 основных признаках, подтверждающих, что человек скрывает вину. Первым хорошим подсказчиком будет язык тела. Во время допросов людям, которые что-то скрывают, крайне сложно, если вообще возможно, контролировать бессознательную реакцию организма. Например, у них кровь приливает к лицу, они начинают потеть, мелко дрожать, сухо покашливать, либо прочищать горло. Сухость во рту вообще очень показательный сигнал. Так что, если во время допроса, или, скажем, интервью, человек то и дело тянется к стакану с водой, значит, он явно нервничает, потому что лжет. Еще виновные люди иногда начинают неосознанно подергивать себя за ухо или вытирать нос, либо скрещивают руки, это вообще известная защитная поза, и начинают постукивать ногой. Причем делают это тогда, когда говорят сами, а не когда слушают собеседника. Вторым признаком может послужить так называемый перевод стрелок. Многие подозреваемые пытаются свалить вину на других, иногда даже на своих жертв. Допустим, при расследовании грубого обращения с ребенком, которое закончилось трагедией, подозреваемый скажет что-то вроде: «Жена оставила ребенка со мной, хотя прекрасно знала про мою вспыльчивость. Это она виновата, я же ее предупреждал». Переводя стрелки, виновные люди подсознательно пытаются найти объяснение собственным преступным действиям. Когда человек говорит «Богом клянусь», «клянусь жизнью своих детей» и тому подобное, это является одним из типичных признаков вины. Если он не виновен, то ему не нужно прикрываться авторитетом Бога или своими детьми. То есть на прямой вопрос «Вы сделали это?» невиновный человек скажет «нет». И, кстати, не станет отводить взгляда. А вот виновные люди склонны слишком подчеркивать заверения в своей честности. Они думают, что если поклянутся Богом или дорогими ему людьми, то им скорее поверят. Подозрительным является и уход от прямого ответа. Это классический признак, когда человек выдает слишком много лишней информации и пускается в объяснение там, где достаточно просто «да» или «нет». Виновные люди будут всячески увиливать от прямого ответа на поставленный вопрос, пытаясь вместо этого в деталях объяснять менее значимые вещи. Причем, даже если перебить человека и потребовать ответить просто «да» или «нет», это не подействует. И он скажет что-нибудь вроде «Вы меня не слушаете, я же вам объясняю», и пустится в дальнейшее повествование. И последнее – это неуместное дружелюбие. Когда в момент серьезного разговора подозреваемый пытается задавать вопросы и завоевывать ваше дружеское расположение, это выглядит подозрительно. Так чаще поступают женщины, особенно если дознаватель тоже женщина. Например, они могут внезапно сделать комплимент по поводу одежды, прически, маникюра или спросить: «А дети у вас есть?» Конечно, это не обязательно служит признаком вины. Возможно, человек просто по природе искренне дружелюбен. Но если вам известны определенные факты, и особенно если у вас есть улики, то такое поведение может стать дополнительной подсказкой. А когда все перечисленные признаки проявляются вместе, а с людьми, которые притворяются невиновными, так случается чаще всего, то вы начинаете видеть истинную суть того, что они вешают вам на уши. Вот и все, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел видео, заинтересовавшись этой темой. Ставьте лайки, делитесь своими наблюдениями в комментариях, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всего всем доброго!